1984 году эпидемиолог Анна Федорова теряет научного сотрудника при тестировании вируса. Чувствуя вину за санкционированное тестирование на людях без предварительного тестирования на животных, Анна хочет закрыть проект, но ее останавливает полковник Юрий Морозов. Закрытие проекта не поможет ей почувствовать себя лучше, а солдатам в Африке она нужна. Если бы она сейчас сдалась, ее подруга погибла бы ни за что. Спустя несколько месяцев Анна проводит канун Нового года с семьей и друзьями, которые поздравляют ее за то, что она так быстро придумала вакцину. Их ужин прерывается звонком Морозова, которому Анна нужна по особому случаю. На Кольской сверхглубокой скважине произошел инцидент, поэтому станцию закрыли и опечатают через 24 часа. Руководителя исследования обвинили в сокрытии данных о якобы неизвестном заболевании, и именно поэтому им нужна Анна. После того, как Морозов обещает ей полную заслугу в открытии и должность главы военного института биологической защиты, Анна соглашается и собирается уходить. Утром Анна приезжает на вокзал вместе с Морозовым и группой солдат под руководством майора Сергея Михеева и его правой руки Егорова. Однако, как только они приземляются, они уже сталкиваются со своей первой проблемой. Ученый сбежал с гранатой в руке, которую он взрывает, как только приземляется вертолет. Группа на несколько секунд слышит жужжание в ушах, но, к счастью, с ними все в порядке. Анна, не теряя времени, идет осмотреть тело ученого, чтобы собрать образец. Сергей дразнит ее за акцент, пытаясь угадать, откуда она. Однако образец превращается в пыль, как только Анна закрывает пробирку крышкой. Она также не может не заметить странное красное свечение. Один из охранников станции объясняет, что ученый сошел с ума, как только добрался до поверхности, и он был настолько силен, что даже 3 солдата не могли его остановить. Остальной персонал сейчас эвакуируется, поэтому Анна заранее идет брать у них образцы. Один из мужчин говорит ей, что там все мертвы и что болезнь – ложь, поэтому ей следует бежать обратно к своей семье. Со всеми шахтерами вроде все в порядке, но тот, у кого был шрам, увидел что его напугало. Поэтому Анна думает, что это может быть больше, чем просто болезнь. После этого на станцию входят Анна, Морозов и отряд солдат вместе с главным научным сотрудником, а именно Петр Кузнецов и доктор Дмитрий Григорьев. Анна пытается задать несколько вопросов об этой загадочной инфекции, но Григорьев отказывается рассказать ей подробности, потому что он думает, что они все здесь со скрытым мотивом. Он поможет им лишь настолько, чтобы они могли получить образец и гарантировать безопасную эвакуацию для всех выживших. Анна хочет знать, почему он вообще запер выживших, но Григорьев не отвечает. Группа добирается до лифта, где Григорьеву приходится быть осторожным с кодом доступа, потому что если его трижды неправильно ввести, лифт выйдет из строя в целях безопасности. К счастью, с 3-й попытки ему это удается, и они начинают спускаться. Однако, когда они достигают низа, тормоза не реагируют, поэтому Григорьев сбрасывает давление и надевает кислородную маску, в то время как остальная часть группы теряет сознание. Когда через несколько мгновений они просыпаются, Григорьев ушел с ключом от лифта. Кажется, они добрались до учреждения, где живут сотрудники. Основной исследовательский уровень еще ниже, и там есть 2-й лифт, который может их поднять, но они не могут активировать его без ключа. Раньше в этом районе всегда было многолюдно, но теперь осталось только 2 сотрудника – инженер Николай и врач Кира Витальевна, оставшиеся во время первоначальной эвакуации. Кира отвозит их в лабораторию, чтобы Анна могла взять образцы и посмотреть на них в лаборатории, подтверждая, что ни один из них не заразился. Кажется, Григорьев все это спланировал, и их специально оставили на этом участке. Говоря о Григорьеве, он показывается Анне, чтобы попросить ее вернуть команду обратно на поверхность через шахты и спасаться, пока они могут, потому что жизни людей всегда должны быть приоритетом. Анна призывает солдат схватить его, но прежде чем они успевают добраться до него, Григорьев убегает, воспользовавшись лифтом, оставив только пятно крови на двери. Они решают отправить группу солдат во главе с Егоровым в шахту, чтобы ее взломать, потому что Григорьев ее закрыл. Пока солдаты надевают защитные костюмы, чтобы выдержать невероятно высокие температуры на нижних уровнях двери, шахты внезапно открываются сами по себе, выпуская лаборантку Ольгу Крылову. Солдаты спасают ее и отвозят в лабораторию, а затем спускаются в шахту. Перед началом осмотра Анна задает Ольге несколько вопросов, но она ничего не помнит о том, что там произошло, ее также лихорадит, хотя она и говорит, что ей холодно. Когда Анна снимает платье, она делает тревожное открытие на спине Ольги. Это отвратительные наросты, похожие на плесень, которые, по словам Ольги, не болят, даже когда Анна делает надрез, чтобы взять образец. Пока солдаты сообщают, что нашли какую-то жизнь на нижнем уровне, Анна помещает образец под микроскоп и обнаруживает, что это клеточный паразит, грибы и плесень, наименее изученные формы жизни, а это неизвестно, так что этого достаточно, чтобы Морозов завершил эту операцию и направился обратно. Николай начинает работать над системой лифта, чтобы заставить их вернуться, что займет больше часа.
Сергей снова пытается связаться со своей командой, они видят что-то опасное и больше не отвечают на рацию. В этот момент Григорьев связывается с ними через динамики и говорит, что надеялся, что они убежали бы через шахты, так что теперь ему не оставляют выбора. Григорьев взрывает бомбу, чтобы запечатать их всех внутри объекта, и просит прощения. В лаборатории тело Ольги начинает светиться, и она медленно теряет контроль и нападает на Киру. Тем временем Николай обнаруживает, что взрыв повредил нагнетательный насос, и объект разрушится в течение часа. Он хочет найти способ выбраться и не проявляет никакой заботы о солдатах, оказавшихся в ловушке внизу уровня, за что получает удар от Сергея. Однако Морозов согласен, что возвращаться за этими солдатами слишком опасно, поэтому они будут уходить через шахту. Сергей отправляется с Анной в лабораторию за Ольгой, и их ждет очень неприятный сюрприз. Все покрыто плесенью. По ту сторону двери Морозова не волнует, что Анна окружена заразой, и он все равно приказывает ей взять образцы. Однако, когда они с Сергеем подходят ближе, Ольга начинает выпускать облако спор, поэтому Сергей выбегает из комнаты, и Анна отступает назад и хватает маску. Так она встречает Киру, зараженную и мутировавшую, как Ольга, но она умирает. Анна пытается выйти из комнаты и находит огнетушитель. Она использует его, чтобы очистить воздух вокруг себя, чтобы можно было открыть дверь, чтобы плесень не вырвалась наружу, и она просит Николая продезинфицировать ее тело огнетушителем. После этого Анна идет проведать Сергея, но уже поздно, он уже заражен и потерял зрение. Когда она всем рассказывает о Кире, Петр объясняет, что это загадочная плесень подобна грибку. Анна просит Морозова поговорить наедине, чтобы она могла рассказать ему о своем открытии. Плесень умирает от воздействия холода и использует человеческие тела, чтобы выжить. Она хочет остаться с Сергеем и искать последних выживших, пока Морозов вернется на поверхность и вызовет спасательную команду, но это не вариант. Объект закроют через 5 часов. Морозов приказывает всем одеться и уйти, но в этот момент они получают сообщение от Егорова с просьбой не открывать дверь. После долгого спора Петр напоминает им, что это их единственный шанс на выживание. Сначала они отправляют 3 солдат в шахту, но 2 быстро возвращаются после стрельбы по чему-то большому, которая пыталась напасть на них, но они не смогли это опознать. 3 солдат тоже возвращается без руки. Кто бы ни находился в шахту, он пытается выйти. Группа убегает и добирается до задней части помещения, чтобы увидеть, как прибывает лифт. Тело Сергея начинает светиться, и он знает, что времени у него осталось мало, поэтому решает остаться со своими людьми, чтобы попытаться остановить загадочное существо. Анна, Николай, Петр и Морозов садятся в лифт и крепко держатся, пока он начинает падать. Из-за давления Николаю трудно дотянуться до рычага тормоза, поэтому Анне приходится сделать это самой. Все комнаты покрыты инеем, и запись ученого сообщает им, что он также выяснил, что плесень неустойчива к холоду, и ледниковый период, должно быть, удержал ее под землей все эти годы. Однако рано или поздно она может вырваться наружу. Плесень уже научилась плавить тела для получения тепла и силы. Именно по этой причине группа не находит выживших. Морозов берет последний костюм и входит, чтобы попытаться забрать ключ от лифта у Григорьева. Пока его ждут, Анна просит Николая и Петра ничего не говорить об этой плесени, когда они вернутся на поверхность. Николай соглашается, но Петр колеблется, потому что надеялся сделать большое открытие. Когда Морозову не хватает времени, чтобы вернуться, Анна решает войти в зону без защиты, поскольку теоретически человеческое тело может там продержаться несколько минут. Когда на ее теле начинают появляться волдыри, Анна находит Морозова мертвым, потому что костюм был поврежден Григорьевым. По крайней мере, ключ от лифта у него в руке, поэтому, увидев светящуюся на стенах плесень, Анна берет ключ и бежит обратно внутрь. Николай пытается ей помочь, но Петр внезапно простреливает ногу и требует, чтобы ему дали ключ от лифта, чтобы он мог выйти и получить славу, которую он заслуживает за это открытие. Они дают ему ключ, и Петр вместе с ними идет ко 2-му лифту. Когда они возвращаются, они идут в 1-й коридор лифта, и Петр пытается удержать Анну, чтобы он мог войти в лифт один. Однако на него внезапно нападает странное существо из шахты. Это отвратительное существо состоит из сотрудников, слившихся в один организм. Они все еще живы и кричат, пока существо убивает Петра. Анна убегает и прячется в столовой, но существо преследует ее, поэтому она хватает нож и попадает в морозильную камеру. Тут ей приходит в голову идея, она снимает с себя часть одежды и выливает на себя ведро с водой, поэтому ее температура слишком низкая, чтобы плесень могла ее заразить. Затем она выходит и лезет под существом, чтобы забрать ключ от лифта у Петра, который тоже был поглощен. Заперев за собой двери, Анна выбегает из столовой и застает Николая, чтобы они смогли сбежать вместе. Однако существо находит их, проломив стену, поэтому пара убегает, и они добираются до лифта и умудряются закрыть двери, пока существо пытается проникнуть внутрь.
Лифт начинает подниматься, но Николая и Анну ждет последний сюрприз. Сергей тоже с ними. Он тает на полу и умоляет их что-нибудь сделать, как вдруг он кашляет спорами. Анна останавливает лифт, потому что не хочет выносить плесень на улицу, но Николай не хочет здесь умирать и активирует его снова. Они вдвоем начинают драться за контроль над лифтом, и когда Николай приближается, чтобы убить Анну, Сергей поднимает руку и использует обнаженную кость, чтобы первым убить Николая. В знак благодарности Анна говорит Сергею, что она из Югославии, и целует его. Анна помнит, что если 3 раза ввести неправильный код, это приведет к сбою, поэтому она начинает нажимать кнопки, что оказывается сложнее, чем кажется, потому что она тоже инфицирована, и ее тело начало светиться, поэтому она чувствует слабость от боли. 2 первые попытки проходят медленно, но хорошо, но она едва вводит половину фальшивого кода, как лифт поднимается на поверхность, поэтому ей приходится бороться с командой спасателей, чтобы нажать последние цифры. Лифт запускает процедуру самоуничтожения и падает, когда Анну забирают. Окруженная солдатами, она пользуется шансом украсть у них гранату и сбежать, как только фургон покинет объект. Увидев, что прибывают еще ученые, Анна подходит к ним и взрывает гранату, соответствуя началу рассказа.